Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Впереди праздники и хочу поделиться вкусной закуской, которая со стола улетает быстрее, чем бутерброды с красной икрой. Язык говяжий, вес 900 граммов. Чтобы получилась вкусная закуска, язык нужно отварить. Выкладываю в кипящую воду, обязательно, хозяюшки, в кипящую. Накрываю крышкой и довожу до кипения. Когда вода закипела, делаю минимальный нагрев. Пусть потихонечку булькает около 2 часов. На данном этапе, хозяюшки, я не добавляю ни специй, ни соли. Все, забываем на 2 часа. Через 2 часа открываем и смотрим, что у нас здесь. А у нас здесь, друзья, красота. И только сейчас добавляю в бульон 1 луковицу, штучек 5 душистого перца горошком и 10 черного. Сюда же и примерно пол столовой ложки соли. Снова накрываю крышкой и варю еще 1 час. На том же минимальном нагреве. Так вкусно пахнет. Ну что, хозяюшки, еще через час можно уже проверять. Беру деревянную палочку и протыкаю. Боже, идеально. Все. Достаю язык в заранее подготовленную ледяную воду. У меня здесь прямо лед был. И быстренько его сюда окунаю. Хорошенечко окунаю. Водичка у меня холодная. А для чего ты это делаешь? Чтобы он хорошо очистился от кожицы. Это старый давний приемчик, друзья, да? Бульон пока отключим. Ну что, поехали. Теперь вот так вот, одним движением руки можно его полностью очистить. Осторожно, он все-таки еще горячий. О, видно, да, Сережка? Конечно. Вот так вот. Налегке так. Налегке, хозяюшки, налегке. Ой, как же он вкусно пахнет. Но это еще не все. Окунаем его назад в бульон, для того, чтобы он впитал в себя все ароматы и вкусности. Но при этом, хозяюшки, рекомендую луковицу убрать, так как сейчас она начнет впитывать все ароматы в себя обратно. Все, водичка подсоленная, пряная, ароматная у меня. Оставляю на 2-3 часика. Когда язык настоялся, достаем его. Ой, какой красавчик, да? Выкладываю в мисочку. Обязательно накрываю, чтобы он не заветрился. Даю остыть. А на бульоне сварим вкусный суп. Мы любим эту закуску с майонезом. Сейчас быстренько его и приготовлю. Сразу в банку вбиваю 1 яйцо. Оп, аккуратно, чтобы желток не нарушить. Пол чайной ложки соли, чайную ложечку сахара, немножко сушеного чесночка, друзья. Пол чайной ложки для аромата. Сюда же 1 чайную ложечку уксуса яблочного, можно заменить лимоном. Но с уксусом вкус у этого майонеза прям как у магазинного. Очень вкусно, попробуйте. Обязательно пол чайной ложки горчицы. И сразу же вливаю 180-200 мл растительного масла. От количества масла будет зависеть густота майонеза. Чем его больше, тем гуще майонез. Я уже, друзья, на глаз, потому как очень часто это делаю. Но все, дело осталось за малым. Беру погружной блендер, ставлю ножку именно на яйцо, на желточек и, не поднимая, начинаю взбивать. Когда появилась белая эмульсия, уже смело можно поднимать и опускать ножку, взбивая при этом смесь. Все, друзья, 30 секунд и майонез готов. Посмотрите, какая красота. Густой, домашний. Боже, какой он вкусный. Все, готово. Когда язык остыл, я его поставила на несколько часов в холодильник, чтобы он остыл и хорошо стабилизировался. Теперь он будет нарезаться очень красиво, тоненькими слайсами. Как колбаса. Да, вот, посмотрите, видно? Можно теперь его нарезать очень тонко. Да, а какое оно вкусное, сочное. Посмотрите, какой он. Класс. Берем подходящую тарелку, выкладываем язык, а вот так вот, ромашкой. Вот, хозяюшки, люблю эту закусочку именно вот в таком... Исполнение? Да. О, ты мне помог, Сережка, найти правильное слово. Именно вот в таком исполнении. Также мне понадобятся помидорки, любые, какие есть. Нарезаю на кружочки. Желтенький, ну и красный, конечно же. Для разнообразия. К языку выкладываю помидор. И в обязательном порядке, хозяюшки, зеленый горошек. Вот это для меня самое идеальное сочетание. Ну и все. И к этому всему подаю майонез. Посмотрите, какой классный. Ароматный, с чесночком. Тебе как? Без хлеба бутерброд. Без хлеба бутерброд. Значит, беру кусочек языка, выкладываю помидорчик, сверху горошек, в майонез и тебе в рот. Вот так вот. Давай. Давай. Ам.
Это вкусно. Сережка, это очень вкусно, конечно. Ну теперь я беру язычок, горошек, майонез, и я себе в рот. Заслуживает лайка. Угу.